Приветствую вас на канале Панцергренадера. В этом видео мы рассмотрим организацию и состав легких дивизий вермахта, которые были чем-то средним между моторизованными и танковыми соединениями. Легкие дивизии вермахта существовали с весны 1938 года до осени 1939 года, кроме пятой, которая была создана в феврале 1941. Они представляли собой моторизованные пехотные соединения, усиленные одним танковым батальоном. Откуда вообще возникли легкие дивизии и зачем? Дело в том, что в германской армии на протяжении столетий кавалерия занимала доминирующие позиции, а 95% всех кавалерийских офицеров были аристократами. Влиятельные военные были скептически настроены по отношению к танковым войскам, опасаясь, что они принизят их собственный статус. В результате внутренней политической борьбы кавалеристам-аристократам удалось добиться создания компромиссных соединений, которые не были уже кавалерийскими, но и до полноценных танковых не дотягивали. Организация первой легкой дивизии была больше схожа с организацией третьей, а второй легкой дивизии с четвертой. Общими чертами легких дивизий было то, что все они имели в своем составе танковый батальон из 3 легких танковых рот, одного легкого танкового взвода, танкового взвода связи, танково-ремонтного взвода и легкой танковой транспортной колонны, моторизованный артиллерийский полк двухдивизионного состава, в каждом из которых числилось по 3 батареи легких 105 мм полевых гаубиц, противотанковый дивизион из 3 моторизованных противотанковых рот и одной моторизованной легкой зенитной роты, саперный батальон из 2 моторизованных саперных рот, мостовой колонны типа Б и легкой саперной транспортной колонны, 2 моторизованные медицинские роты, 3 моторизованных взвода санитарных машин, взвод военной полиции, отделение полевой почты, отделение продовольственного снабжения, хлебопекарная рота, скотобойный взвод. Дивизион снабжения, состоящий из 6 малых 30-тонных автоколонн, 2 20-тонных автоколонн для горючего, 3 моторизованных рот, ремонтных мастерских и 1 роты снабжения. Что касается кавалерийских стрелковых полков и моторизованных разведывательных батальонов, то здесь имелись некоторые отличия. В 1-й и 3-й легких дивизиях кавалерийский стрелковый полк состоял из 3 пехотных батальонов и 1 мотоциклетного батальона. В составе пехотного батальона числилось 3 моторизованные стрелковые роты, каждая из которых была вооружена 18 легкими пулеметами, 2 стрелковыми пулеметами и 3 легкими минометами. 1 моторизованная пулеметная рота, вооруженная 8 стрелковыми пулеметами и 6 средними минометами. Моторизованный противотанковый взвод, вооруженный 3 37 мм противотанковыми орудиями и 1 легким пулеметом. В составе кавалерийского стрелкового полка также имелась рота пехотных орудий, вооруженная 6 легкими 75 мм орудиями и 2 тяжелыми 150 мм орудиями, а также легкая транспортная колонна. Мотоциклетный батальон, в свою очередь, состоял из 3 мотоциклетных рот, вооруженных так же, как и стрелковые, мотоциклетной пулеметной роты, моторизованного противотанкового взвода и легкой транспортной колонны. Кавалерийские стрелковые полки 2-й и 3-й легких дивизий имели несколько иной состав. В них было по 2 моторизованных пехотных батальона, в каждом из которых числилось по 3 моторизованных стрелковых роты и 1 рота тяжелого вооружения, оснащенная 4 легкими пехотными орудиями, 6 средними минометами, 3 легкими противотанковыми орудиями и 1 легким пулеметом. Мотоциклетных подразделений в составе кавалерийских стрелковых полков не было. В дивизиях имелось 2 кавалерийских стрелковых полка. Теперь рассмотрим организацию моторизованных разведывательных полков. Разведывательные полки 2-й и 4-й легких дивизий имели следующий состав. Первый разведывательный батальон включал в себя от 3 до 4 рот бронеавтомобилей, в каждой из которых было 19 легких бронеавтомобилей и 7 тяжелых, и легкую транспортную колонну. Второй разведывательный батальон полка включал в себя 3 мотоциклетные роты, роту тяжелого вооружения из 4 пехотных орудий, 6 средних минометов и 3 противотанковых орудий, мостовое отделение типа Д. Моторизованный разведывательный полк 3-й легкой дивизии
дивизии состоял из 2 батальонов идентичного состава, каждый из которых включал в себя 2 роты бронеавтомобилей, мотоциклетную роту, моторизованную роту тяжелого вооружения и легкую транспортную роту. В первой легкой дивизии вместо разведывательного полка был всего один такой батальон. Подведем итоги по организации и вооружению легких дивизий вермахта. Первая легкая дивизия была вооружена преимущественно трофейными чешскими танками «Панцер-35Т». Вторая и четвертая дивизии в основном танками «Панцер-1» и «Панцер-2». Третья дивизия преимущественно трофейными чешскими танками «Панцер-38Т». Если в танковых дивизиях было 4 танковых батальона, то в легких дивизиях всего 1. Если в танковых дивизиях был всего 1 стрелковый полк, то в легких 2 кавалерийских полка. Если в танковых дивизиях был всего 1 разведывательный батальон с 2 ротами бронеавтомобилей, то в легких дивизиях был разведывательный полк с 4 ротами бронеавтомобилей. Если в танковых дивизиях был батальон связи, то в легких дивизиях всего рота связи. В остальном организация и состав вспомогательных частей были практически одинаковыми. Если говорить за бронетехнику легких дивизий, то танков было около 60 машин, а бронеавтомобилей от 100 до 130 машин. В танковой дивизии образца 1935 года числилось около 450 танков «Панцер-1» и «Панцер-2». К началу польской кампании число танков в дивизии уменьшилось до 300 машин. Однако соединение по-прежнему было перегружено танками и испытывало нехватку мотопехоты. На начало Второй мировой войны танковый полк вермахта состоял из 2 танковых батальонов, в каждом из которых числился взвод связи, легкий танковый взвод и 3 легких танковых роты. Последняя формировалась по типу А, что подразумевало наличие дефицитных на то время средних танков «Панцер-3» и «Панцер-4». В батальоне также имелась моторизованная легкая танковая колонна, в некоторых случаях резервное танковое отделение, из которого потрепанные в бою роты могли пополнять свою материальную часть. Такую организацию имели танковые полки всех танковых дивизий вермахта, кроме первой элитной. В первой танковой дивизии все штабные подразделения были сведены в штабную роту, а вместо легкой танковой роты типа А была средняя танковая рота с 14 танками «Панцер-4». Каждый танковый полк, разумеется, имел штаб, взвод связи, легкий танковый взвод и отделение посыльных на мотоциклах. К полку также была прикреплена моторизованная танковая ремонтная рота. 2 танковых полка образовывали танковую бригаду со своим собственным штабом. На этом у меня все. Спасибо за внимание.